Привет-привет! А давайте сегодня разложим на личную жизнь Лерчик. Лерчик. Почему только на личную жизнь, объясню. Во-первых, я не разбираю здоровье, я не считаю себя хорошим доктором и не понимаю, где что у кого происходит, и думаю, что лучше обратиться к профессионалу, если случаются какие-то проблемы. Эту тему для себя закрыла в свое время. Во-вторых, не очень хочется поднимать всякие разные моральные вопросы на тему того, что она делает, какие последствия ей от Вселенной прилетели за эти поступки. Права она была, не права она была. Это каждый для себя решает, кто поддается марафонам, кто резко против, это не важно. А вот личная жизнь очень важна, что она, по сути, за человека. Какие отношения она пытается выстроить, какие они получаются, и если эти две картинки не совпадают, то почему? Какие были отношения с мужем, а ведь долго они прожили, у них был брак, у них было сотрудничество, у них 2 детей. Почему тогда разошлись? Что случилось? Этот теперешний танцор новый, надолго ли это? Искренне ли это? Может быть, он просто выход в медиапространство для нее, поскольку лично ей запретили, а как-то появляться в инстаграмах и в тиктоках все равно нужно. В общем, все посмотрим, что за отношения такие, что за загадочная женщина и какие у нее в целом перспективы. Это мы начали. Сейчас берем классическую колоду. Пока я ее размешиваю, придумаете вопрос, что вас на сегодняшний день беспокоит, волнует. Какие есть вопросы к Вселенной? Может быть, что-то, какой-то процесс поторопить нужно. Тоже можно какую-то такую аффирмацию произнести внутри себя. Я вам в конце видео расскажу, что на эту тему думают карты. Вот он ваш вопрос. Вот оно решение вашего вопроса, вашей проблемы. Вот оно силы, с которыми эту проблему имеет смысл решать. Или наоборот не решать, подождать, пока само все произойдет. Посмотрим в конце видео. Сейчас давайте смотреть на Лерчик. Начнем со стандартного, в принципе, как обычно. Что, по сути, за человек такой? Слушайте, ну уже неплохо. Огненный, активный, энергичный, способный заразить своим энтузиазмом окружающих, любопытный, не сидящий на месте, такой энтузиаст, огневушка-поскакушка. Какие черты характера помогают ей двигаться вперед? За что тревожимся? Что пытаемся трансформировать? Смотрите. Энтузиазм в чистом виде. Есть какие-то переживания по поводу будущего и по поводу, наверное, твоего теперешнего состояния. Волнение на тему того, что как-то ты подзастрял немножко в этой ситуации, что нужно обязательно двигаться, что если не двигаться, то ситуация застывает, превращается в болото, это никак хорошо на тебе не отражается, а значит, нужно постоянное движение, постоянная трансформация. Трансформация энергии, трансформация результатов твоего труда. Все время нужно что-то производить, и это каждый раз должно быть что-то новое, что-то отличающееся от предыдущего, потому что у этого есть большая перспектива. Потому что если все время двигаться, то можно соорудить что-то грандиозное, важное, с одной стороны масштабное в твоих представлениях, а с другой стороны эффективное, продуктивное, обязательно с пользой, обязательно на будущее, обязательно в рост. Это как история про лягушку, которая упала в стакан с молоком. Не двигаться и пойти камнем на дно вообще не вариант. Никак. Обязательно двигаться надо, просто ради выживания, для начала. Я не думаю, что у лягушки была мысль, вот сейчас сделаю масло, и из масла потом можно будет кондитерские изделия выпекать. Ей просто нужно было выжить. Ну, ты начинаешь что-то делать просто для того, чтобы что-то делать, чтобы не опускать руки, чтобы не останавливаться. И в результате из этого получается что-то очень полезное, что-то очень нужное, что-то очень твердое. Почему можно из этого стакана выбраться? Как-то, видимо, то ли с детства ей заложили это представление, то ли она со временем в результате всех своих активностей поняла, что каждое твое движение может быть шагом вперед и шагом вверх, новой ступенькой
в какой-то лестнице. Амбиция, конечно же, есть. Неизвестно, на чем основана, и неизвестно, с какими пределами, если честно. По императрице не скажу, что человек хочет прямо завоевать всю Вселенную. Просто она точно знает, что если не стоять на месте и что-то делать, то каждое твое следующее проявление будет лучше предыдущего. Из этого можно сделать что-то, что пригодится тебе в будущем, что улучшит твою ситуацию, что улучшит ситуацию окружающих тебя людей. Я думаю, что здесь и ответственность тоже какая-то прочитывается. У нее и старшее поколение есть, о котором нужно заботиться, и детей она родила, тоже нужно так или иначе растить, воспитывать и как-то образовывать. Все это не позволяет ей оставаться на месте, впасть в какую-нибудь депрессию или расстройство, или грусть по поводу того, что жизнь ужасна, все плохо, и у меня ничего не получается. Обязательно получится, если делать. Но есть и отрицательные черты характера, или, скажем, слабые черты характера, которые мешают ей на продвижении к цели. Ничего себе. Вот вам и пожалуйста. Она, как скажем, присела на одну тему. Она ее заметила. Я думаю, что она четко и прекрасно осознавала, что это не самый честный путь, что это не самый моральный путь, но зато он монетизируется очень хорошо, зато это такой ведущий огонек, за которым пойдут другие люди, а количество аудитории для нее очень сильно важно. Этим можно людей спровоцировать, этим можно людей мотивировать, этим можно вести людей за собой, куда бы ты ни шел. Она выбирает идти в том направлении, в котором она хочет идти, вне зависимости от того, что большинство с моральной точки зрения думает об этом направлении. Она это не считает табу, соответственно, никак себя не ограничивает в том, чтобы двигаться в направлении достижения своих желаний. И я подозреваю, в некотором роде сейчас зависла, застряла в этом. То есть это заложник своего собственного образа. Она один раз это придумала, один раз это вот яркой вспышкой загорелось у нее в голове, а почему бы это не поделать? И теперь вроде как не делать этого возможности тоже нет. Другие способы сложнее. Другие способы нужно начинать с нуля. И не факт, что они сработают. Это и ленность может быть, и зависимость от настоящей ситуации, и где-то даже нежелание это исправлять. Может быть, на эту тему есть секрет какой-то? Мысль. Ну, конечно, есть какая-то мысль двигаться, есть какая-то мысль что-то делать полезное, есть какая-то мысль все еще продолжать зарабатывать деньги. Дьявол предлагает тебе варианты заработать денег быстро и много сразу, и ты прям взлетишь непомерно. Но не всегда люди понимают, что у этого есть и обратная сторона, когда тебе за все придется платить. Когда такая ситуация наступает, становится очень грустно, очень печально, очень хочется уйти из этой ситуации, но поделать ничего нельзя, ответственность никуда не девается. По факту ты уже воспользовался услугами дьявола, а значит, нужно платить обязательно. Я не вижу в этих картах Лериного разочарования, не вижу какого-то переосмысления. Я не вижу, что она поняла, каким образом она попала в эту ситуацию, а значит, ее надо исправить, а значит, поведение свое тоже надо исправить, а значит, я больше так никогда в жизни не буду, и теперь я совершенно новый человек, я буду все делать по-другому, теперь я стала гораздо лучше. Этих мыслей я здесь не вижу. Я вижу, что нужно продолжать работать. Я вижу, что постоянно возникают какие-то идеи, скорее всего, вот есть сейчас какая-то большая идея, относительно которой она, наверное, несколько сомневается. Наверное, есть какие-то внутренние подозрения, что, может быть, это не так резко и не так просто взлетит и начнет работать, как это было у нее раньше, когда у нее была стабильная более-менее ситуация, когда к ней не было никаких претензий и никто глобально не обращал на нее внимания. С отрицательной точки зрения того, что она делает, не следила за ней налоговая, не следила за ней полиция, никаких подозрений к ее деятельности не было. Делала и делала, зарабатывала и зарабатывала, работали идеи и работали. Сейчас обязательно нужно заработать новые деньги, обязательно нужно что-то делать, потому что она не умеет останавливаться, потому что движение – это жизнь, потому что иначе ты пропадешь, а уровень свой сохранить хочется. По дьяволу и повешенному никакой моральной трансформации в ней не произошло, а значит, следующие действия снова направлены на то, чтобы побыстрее заработать, на то, чтобы заработать относительно легальным путем, то есть чтобы к тебе не было никаких претензий, более или менее, но с моральной точки зрения ничего снова не будет ограничивать. Это опять будет какая-то такая история, которая
Я вас не заставляла, вы сами пришли. Что ж это вы должны головой думать, будете вы вписываться в мои проекты или не будете. Я только предложила. И снова на каком-то доверии, на какой-то маркетинг, да, или как это называется, когда тебя человек так заговаривает, что ты вообще теряешь силу воли и соглашаешься с ним, а потом, когда приходишь домой, в мозгах проясняется, и думаешь: господи, на что я подписался, зачем я на это согласилась, это же полный бред. Но в моменте ты вот ведешься на эту огненную волну, у человека очень много энтузиазма внутри, очень много силы убеждения, это очень работает, а моральных ограничений внутри нет, поэтому убедить она вас может в чем угодно. Соответственно, такая мысль есть, она пока в ней немножечко сомневается, пока у нее сложности, скорее всего, с формулированием внутри себя плана какого-то стратегического, потому что на ней сейчас наложено большое количество ограничений. Так в целом она и болеет, как говорит, и ребенка только что родила, наверное, не очень ей легко, и налоговая полиция за ней следит, и ограничения у нее есть по поводу возможности выходить в интернет, открывать какие-то свои бизнесы, наверное. Вот очень много разнообразных ограничений, среди которых нужно лавировать для того, чтобы реализовать какой-то план на будущее. Но эта идея, несомненно, есть. Человек не остановился, не успокоился, и ее не пугает тяжелая, монотонная, регулярная работа для достижения своих целей. Если она точно знает, что это принесет большие деньги, что это обязательно окупится, то неважно, сколько она времени в это вложит, она будет это делать стабильно 24 часа в сутки, она будет биться в эту стену лбом, пока не прошибет ее. Страхи, может быть, остались какие-нибудь, или она совершенно... Конечно, остались страхи, разумеется. С одной стороны, есть логическая подоплека тому, что обязательно нужно двигаться вперед. Есть какие-то мысли, есть какие-то идеи, есть фантазии, четкие, вполне определенные. Почему бы нам не сделать вот так? Вот такой вот у меня план. А не начать ли мне вот это вот? Теоретически это возможно. И любой человек может это начать. Возможно, с начальным капиталом, возможно, с помощью окружающих людей. Там 60% от успешного бизнеса – это хорошая идея, вовремя выстрелившая, какая-то очень полезная для аудитории, так чтобы она обратила на себя внимание и обязательно сработала. С этим у Лерчик проблемы нету. Но есть опасения, разумеется, что такой способ зарабатывания денег, достижения популярности, вообще в принципе движения по жизни, очень стихийный, очень непредсказуемый, и опасения по миру заключается в том, что это все внезапно, совершенно неожиданно для тебя может закончиться. Какая бы у тебя ни была светлая идея, не открыть ли мне бизнес, не открыть ли мне магазин, я не знаю, нижнего белья. Ничего страшного в этом нету. Вкладываешь деньги, арендуешь помещение, закупаешь что-то, начинаешь продавать, вот он тебе бизнес. В принципе, да? Те идеи, которые приходят в голову ей, гораздо более амбициозные, гораздо более масштабные, разумеется, гораздо более финансово выгодные, но в данном случае еще и подверженные моментальному перегоранию и моментальной неудаче тоже. То есть вот эта вот ее идея играть на чувствах окружающих, заманивать их во что-то, чтобы они с легкостью позволяли тебе выполнять все свои желания. Манипулирование вот этой вот аудиторией – это очень временная и очень неподконтрольная ситуация. Есть опасения, что в любую секунду это настолько схлопнется, что дальше таким способом зарабатывать деньги уже не будет возможности. Наверное, также есть какие-то сомнения на тему того, что другим никаким способом я и не могу, собственно, денег зарабатывать. Ей вот запретили появляться в ТикТоках, Инстаграмах и прочих социальных медиа. Нашелся способ появляться все-таки в этих медиа не со своего личного телефона. То есть как-то приходится выкручиваться, как-то нужно находить новые пути. Если и это будет запрещено, без аудитории она вообще ничего не сможет сделать. Никто никогда в жизни не узнает, что она где-то открыла магазин женской одежды или косметики, как она вот планирует, или, я не знаю, школу английского языка, все что угодно может в голову прийти. Но это никогда не сработает, если об этом не рассказывать и не рекламировать. А переруби ей все хвосты в связи с аудиторией, она не сможет им рассказать, что с ней происходит, а, соответственно, не сможет получить обратную связь от этой самой аудитории. Это самый большой страх ее, что все-таки это закончится. Например, те же самые сплетни, слухи на тему того, что она сейчас так много говорит о своем здоровье для того, чтобы с нее сняли все обвинения. Я так понимаю, сняли с нее все обвинения. Может быть, временно, может быть, навсегда. Может быть, они потом когда-нибудь это дело еще раз откроют. Но люди вот говорили, сплетничали, что специально она раздувает всю эту историю, чтобы ее пожалели, чтобы сняли с нее все обвинения.
И тут она поедет, вот, якобы, да, в кавычках, лечиться куда-нибудь за границу, да там и останется. Я подозреваю, что нет, потому что оттуда из-за границы она не сможет продолжать то, что у нее хорошо получается. У нее хорошо получается общаться с русскоязычной аудиторией. Из-за границы это сложнее гораздо становится. Она не может или не сможет, или сомневается. Может быть, она сможет, но просто она не знает, как продолжать предыдущий образ жизни где-то за границей. И поэтому всеми силами старается это делать внутри России, так или иначе. Потому что нужна плотная связь с аудиторией. Всеми возможными способами она держит эту связь. И очень сильно опасается, что если, например, уехать за границу, то дверка закроется, все эти вот ходы закроются, и тогда что я там буду делать за границей? За границей я никому не нужна. Мне бы обратно в Россию, а в Россию нельзя, там уголовное дело, например, если вдруг они захотят его заново открыть. В общем, очень продумано. Давайте посмотрим, какая на самом деле, вот прям на сегодня, какое у нее состояние. Слушайте, ну людям видится, что она прям держится, что она прям старается, что она прям собралась. Знаете, так как-то задеревенела, закаменела, закостенела, последние силы собрала. То есть, что она искренне совершенно делает вид, например, да, или выглядит как человек собранный, сосредоточенный, с четким планом, который будет двигаться в направлении поставленной цели. Вот она много где говорит, что я, конечно, этой болезни не поддамся, ни за что на свете я не буду раскисать и расслабляться. Конечно же, я буду бороться, разумеется, я буду лечиться. Конечно же, у меня грандиозные планы относительно детей, их обязательно нельзя бросать. Их обязательно нужно воспитывать, я обязательно хочу быть с ними рядом. И жизнь свою я планирую продолжить. То есть она такой направленный, целенаправленный, такой товарный поезд, который мчит в светлое будущее. Это так она выглядит. На самом деле. Интересно, ей как будто даже нравится эта ситуация, она как купается в этих эмоциях. Понятное дело, что там 80% всей ее жизни зависит, собственно, от внимания окружающих людей и от нахождения вот в свете всех софитов, которые на нее направлены. Ей то, что сейчас происходит, очень нравится, как странно. У нее, конечно, есть опасения по поводу будущего. У нее есть, конечно, сомнения в том, что это сработает. У нее есть, конечно, определенное количество целей и планов, но она четко совершенно осознает для себя, что это не смена курса и что это все-таки повторение старого, так или иначе. Это все-таки манипуляция, это все-таки игра и на публику, и с публикой. И пока менять способ действия она не планирует, она не видит в этом ничего плохого. Как-то не возвысилась, да, не осознала всю грешность своих поступков, где они там присутствуют. Все, что с ней сейчас происходит, прекрасно для нее. Ей приятно внимание, ей приятна забота. Сейчас будем смотреть на личные взаимоотношения вот с этим Луисом. Ей приятно и его внимание, его забота тоже. И те чувства, которые она сейчас испытывает и проявляет, ей тоже нравятся. Возможно, она думает, или она действительно в него влюблена очень сильно. Или это какой-то гормональный всплеск по поводу того, что у тебя только-только ребенок родился. Там первое время такой пролактин, что ты его любишь просто до неба и обратно, и ничего другое для тебя в жизни не важно. Очень эмоционально переполненная женщина, совершенно без сомнений. Мне так здесь видится. Давайте посмотрим, с чем это связано. Очень интересно, вся эта эмоция, она на чем основана. Но сначала был у нее муж, как его зовут? Артем, да? Они там с молодости, чуть ли не с детства, там какого-то студенчества вместе. Очень хороший бизнес-проект у них получился. Они как-то команда, сотрудники, а потом и влюбленные друг в друга люди, и семью создали, и детей рожали. Вот сколько там, 10 лет у них брак был, или сколько она лет с ним была в браке. Вот что это были за отношения такие? А самое интересное, что пошло не так и почему закончились. Вот они когда встретились, вот такие вот молодые, тонкие, звонкие, горячие и амбициозные. День их встречи. Артем и Лера. Слушайте, ну не на самом светлом моменте-то они встретились. Он был один, да? Сам ли он был один? Ой, вполне себе сам он был один. И видится мне здесь, что у него, знаете, могла быть история, такая первая настоящая какая-нибудь влюбленность, искренняя, совершенно открытая, когда ты полностью вот раскрываешься, все свои мягкие, теплые, незащищенные места человеку открываешь, и туда ему сделали больно.
Там что-то сломалось либо само собой, либо девушка постаралась, очень сделала больно, настолько, что по смерти, мне здесь кажется, он принял какое-то решение для себя. Это вот такая самая-самая сложная, самая болезненная ситуация, которая след оставляет на всю твою следующую жизнь, на все твои будущие отношения. Вот он сделал вывод соответствующий. Так мы больше не делаем. Я с искренностью, с абсолютной бессеребренностью, с абсолютным подчинением этим чувствам, углублением в них, я больше так делать не буду. Это больно, это ни к чему хорошему не приводит. Я буду подходить к отношениям по-другому. Как по-другому мы еще сейчас посмотрим, но вот если это была какая-то запредельная искренность, то потенциально человек может закрыться и сказать: хорошо, тогда в следующие мои отношения будут исключительно по расчету. Не надо мне вот эта вот любовь с милым в шалаше и вот это вот все. Это меня не устраивает, не работает искренняя, чистая, голая, пустая любовь. Нужно, чтобы у этого еще было что-то, иначе сильно больно, и иначе ты остаешься потом без штанов после этих отношений, с разбитым сердцем. Не хочется повторения этого. Буду делать по-другому. И вот в момент этого ощущения, когда он уже эту историю для себя продумал, когда он сделал соответствующие выводы, когда он немножко или множко закрылся, охладел очень сильно, в принципе, к отношениям, был один, и, скорее всего, был один добровольно, не искал замены своим отношениям. Может быть, даже мысль была, что ну и все, тогда больше я вообще ни с кем никогда отношения заводить не буду. И тут вдруг он встречает Лерчик, которая тоже была не в самый светлый период своей жизни. Здесь тоже какая-то мне видится амбиция. Эта девочка была не на грани, но на стадии осознания, что с этой жизнью нужно что-то делать. Это уже более-менее такой осознанный возраст. То есть она достаточно амбициозна, она достаточно полна идей. Как эти идеи реализовывать, пока нету опыта, и связей тоже никаких нету. Есть голый энтузиазм только. И, соответственно, есть очень типичные для нее разнообразные переживания. Что я буду делать дальше? Как это нужно делать? Например, когда какая-нибудь периферия приезжает в Петербург или в Москву. Вот ты выходишь из поезда или там из самолета с чемоданом, с одним, стоишь вот посреди этого Петербурга или этой Москвы и такой: ну и чего теперь? Вот я приехал. Чего делать? Куда идти? Планов громадье, амбиции супер. Я поеду в Москву, я стану там, буду зарабатывать вообще. Куплю себе квартиру, машину и самолет. Дома эти теоретически эти амбиции очень сильно и хорошо работают. Вот ты приехал с этим чемоданом, встал посреди Невского и такой: что делать? Надо что-то делать, надо срочно двигаться. Чего, куда двигаться, не знаю. Чего делать, не знаю. Людей в этом городе не знаю. Но что-то срочно нужно делать, потому что, боже мой, это такой грандиозный шанс. Это я не у себя в деревне где-то там 800 километров, а я прям в центре Москвы стою. Уж посмотрите, что со мной происходит. Я сейчас здесь как развернусь. Но опять же, это такое какое-то теоретическое, очень воздушное, очень такое фантазийное представление о том, что могло бы делать. И тут она встречает, соответственно, этого самого Артема, который холодноват, одинок по собственному выбору. Наверное, даже скорее всего, это никакая не любовь с первого взгляда, но очень может быть, что это был и, давайте, отношения. Да, это вполне возможно мог бы быть расчет, причем я не скажу с плохой точки зрения, это не обман, это не значит, что Артем был несчастный и богатый, и девушка решила обвести его вокруг пальца. Это вполне возможно мог быть обоюдный расчет. Они могли об этом договориться. И он ей рассказывал, что, знаешь, я не за самыми глубокими чувствами в отношениях стремлюсь, я вообще в это больше не верю, мне это больше не надо. Но зато в отношении может быть какой-то другой двигатель изнутри и какая-то другая мотивация. И она тоже заметила, что с этим человеком может быть проще дальше достигать своей цели. Он может для чего-то понадобиться. Это хорошо, что я именно сейчас его встретила, потому что дальше может быть проще. Это, конечно, самое начало пути, и это, конечно, не окончательный выигрыш какой-то. Это не сразу Абрамовича ты в Москве встретила, через месяц вы поженились, у тебя вся жизнь в шоколаде до самой пенсии. Нужно будет поработать, нужно будет что-то поделать, но вдвоем поделать будет гораздо проще, потому что у них нашлась какая-то интеллектуальная связь, они каким-то образом договорились, рассказали друг другу, что им нужно от отношений, а главное от будущего, не самих отношений, а от жизни, что, какие у них планы, какие у них стремления по жизни. Судя по всему, это совпало, или они выбрали какое-то общее направление, которое работает. Договорились. И 10 лет, предположим, да, были вместе.
Лерочка у нас зарабатывала. Не то чтобы это были сильные эмоциональные отношения. Если они на берегу об этом договорились, то, наверное, это и не расстройство какое-то. Но со стороны женщины всегда было ощущение того, что можно поискать где-то прилив эмоций. Сами непосредственно эти отношения – это бизнес, это быт, это дорогие дома, хорошая одежда, вкусная еда, да, мы заводим детей, заводим собак, у нас несколько машин, у нас все в шоколаде, вот чисто внешне, чисто с бытовой точки зрения. Я подозреваю, что все это Лерчика зарабатывалось. Она там была главной финансовой движущей силой. И не только финансовой движущей силой, но и движущей силой амбиций и желаний, для чего мы эти деньги зарабатываем. Это ей нужны были большие дома, это ей нужны были машины, это ей нужны были сумки, это ей нужно было родить детей, а потом отправить их в самую дорогую школу. Это ее была амбиция, ее желание, она на это зарабатывала. Просто вместе с ним зарабатывать получалось вместе. То есть вот команда, он там что-то делал, наверное, может, советы какие-то давал. Может быть, это просто была какая-то моральная поддержка. Вдвоем работала эта конструкция гораздо лучше, чем если бы она совсем одна все это на себе тащила. Но при этом с эмоциональной точки зрения это даже не были эмоциональные качели, это даже не были всплески какие-то, а потом провалы эмоциональные. Это было достаточно ровно, и это было никак вообще. Эмоций из этого союза она не получала никаких. Она их искала на стороне. Не в смысле других мужчин, а в смысле за пределами семьи она восстанавливала свое эмоциональное состояние. Нужно было постоянно какой-то движухи, нужно было везде бывать, нужно было со всеми видеться, нужно было, чтобы у тебя много было друзей, чтобы у тебя ни секунды свободного времени не было. Вполне возможно, если не романы какие-то на стороне, не совсем уж прям измен, то флирт определенно присутствовал, конечно. И из этого тоже можно было напитаться какой-то энергией. Когда ты красивая вся расфуфыренная, идешь на какой-нибудь банкет, и там тебя замечают, дарят тебе цветы, бесплатное шампанское, еще что-то. Ты домой приходишь такая вот прям окрыленная, замечательная. Даже если это, как-то физической измены никакой не присутствовало, но вот такой вот поиск эмоций на стороне все равно так или иначе присутствовал. А потом они разошлись. И некоторые говорят вынужденно, а некоторые говорят по собственной инициативе. Почему бы они разошлись? Исчерпала себя? А не может такого быть, что, во-первых, у него какая-нибудь девушка появилась? Или, скажем, интерес более ярко обозначенный? Я вообще по предыдущим картам не вижу, чтобы он прям гулёна был какой-то. Но если у тебя такие отношения с женой, и тем более, если они честные, да, если мы предположим по начальным картам, что они изначально договорились, что это будет какой-то бизнес-проект, что это будет какая-то не на эмоциях основанная семья, то эти эмоции с, как сказать, безмолвного разрешения на стороне получала и она, и он тоже. Возможно, предположу, что появилась какая-то у него девушка, которая увлекла его внимание гораздо больше, чем все то, что происходило предыдущие 10 лет, например. Были какие-то легкие, ничего не значащие флинги, может, он даже и там имен их не запоминал. А тут вот имя запомнил, и лицо постоянно всплывает во сне или еще что-нибудь. Какая-то вот такая вот история. А у нее какая-то интересная, это началось... Это тоже могло начаться с какого-то постороннего человека, который зацепил как-то эмоционально. А может быть, это возможность просто подвернулась, как-то себя эмоционально выразить. Она вот настолько 10 лет была увлечена бизнесом, зарабатыванием, построением какой-то бытовой стабильности для себя, что по эмоциям, конечно, скучала, не то чтобы очень активно их искала, и тут вдруг все это в один момент случилось. И фантазии на тему того, что жизнь будет замечательной и прекрасна, и кто-то ей начал говорить, может быть, что он прям сильно влюблен и готов ее жизнь изменить очень сильно, а она захотела в это поверить, потому что захотелось эмоционально наполниться. Она, видимо, в какой-то момент так обернулась назад и подумала, да, дом есть, да, дети есть, да, машины, да, сумки, да, вся с ног до головы в Гуччи, это все да, а эмоций нету, хочу теперь эмоций, могу себе позволить потратить свою жизнь и свое время на поиск качественных эмоций, которые меня полностью удовлетворят, которые сделают меня абсолютно счастливым человеком. Вот одну часть своей жизни я уже сформировала, теперь начинаем формировать следующую. И прям настолько хорошо и настолько гладко это пошло, настолько вовремя это произошло. Я по этим ни одной плохой карты, вот их 5 лежит, да,
на повод им расстаться. Я думаю, что они прям договорились, они прям одновременно пришли в ту точку, когда уже и расходиться тоже пора. И это была не ссора, это были не споры какие-то, это не то, чтобы кто-то один вдруг осознал, что пора бы этот брак закончить, а второй еще некоторое время сопротивлялся и удерживал, потом там приходилось долго договариваться. Нет, они просто с легкостью очень согласились с теперешней ситуацией. Знаете, как, например, нужно иногда развестись для документальных целей. То вы просто на бумаге разводитесь, да, развод оформлен, а вы все еще остаетесь в отношениях. Вот у них такие были отношения, что они не испортились. Там ничего не изменилось от факта того, что они развелись. У них вот как были пары там где-то за спиной другие, так они и остались. И, собственно, они продолжают эти линии. Что у Лерчик сейчас ее танцор, что у Артема, скорее всего, есть постоянная девушка какая-то. Это никого не удивило, это никого не расстроило, это никому не разбило сердце. Все шло и идет, продолжает идти, как идет, вне зависимости от того, что написано в бумаге. В одной написано свидетельство о браке, в другой написано свидетельство о разводе. Ничего не изменилось вообще. Общее какое-то достаточно комфортное состояние. Они вот продолжают общаться. Да, прям друзья, да. Все замечательно, все хорошо. Каждый живет свою жизнь, совершенно нет проблем общаться, нет проблем не общаться. У каждого своя жизнь. Каждый, я думаю, что Артема больше держит тема с детьми. Скорее всего, дети с Лерчик живут. У нее вообще все в шоколаде, у нее вообще все хорошо. Она живет. Мы сейчас здоровье не берем, я не говорю про последнее состояние, когда у тебя что-то болит или какие-то тревоги внутренние. Но в целом вот по взаимоотношениям, по эмоциям, она полноценна. У нее есть любимый мужчина, у нее есть новый ребенок от этого любимого мужчины, у нее есть старые дети любимые от предыдущих отношений. Она где-то живет, она что-то ест, что-то носит, куда-то ездит. То есть у нее вообще жизнь проистекает, у нее все в порядке. Если дети живут с ней, то Артем по этим детям очень сильно скучает. Часто видится, хочет часто видеться. Не знаю, как у них организовано. Мне не кажется по этим картам, опять же, которые здесь выпали, что Лерчик бы как-то очень сильно сопротивлялась, там выгоняла его из жизни и больше никогда с ним не общалась. Пожалуйста, общайся с детьми, бери, пусть они там неделю у тебя живут, неделю у меня живут. Взаимоотношения никак не изменились. Он по детям скучает, он больше вот туда привязан, больше к прошлому привязан. Как было хорошо, какие мы с тобой друзья стали, как у нас хорошо получалось работать вместе, какие у нас чудесные дети получились. И это продолжает общие достаточно позитивные взаимоотношения, у которых нету пока никаких перспектив сломаться. Очень интересно, как они так вот выстроили эти отношения, что они даже после развода всего того, что между ними произошло, продолжают для них работать, и нормально они существуют. А потом, или не потом, или во время, или параллельно, или как. Лерчик знакомится вот с этим своим Луисом. А давайте я, знаете, что сделаю? Давайте я смешаю колоду целиком. Сейчас перемешаю карты, и мы сначала разложим, на что это за человек такой. Зачем она за него зацепилась, чем он ее так сильно привлек, и почему именно она тоже к нему какое-то теперь отношение имеет, почему он ее именно выбрал среди остальных. Но для начала мне нужно хорошенечко колоду перемешать. Давайте посмотрим. Вот этот самый Луис с непроизносимым именем. Я так понимаю, он аргентинец. Что его вообще занесло и каким образом? Не последний человек, там как-то у него спортивные профессиональные достижения. Тоже не просто так он с чемоданом приехал в Москву покорять тут аудиторию. Вот он что за человек такой? Этот самый Луис. Искатель приключений. Ой, искатель приключений. Очень нерешительный. Искатель приключений, фантазер, да, мечтатель. Покороче буду говорить, мне тут в комментариях сказали, что я растягиваю очень сильно предложение. На монтаже может рваная речь быть, потому что я большие куски вырезаю из того, что я по 5 раз одно и то же повторяю разными словами. Постараюсь сейчас покороче. Действительно, фантазер, мечтатель, витающий в облаках, нерешительный, неспособный эти свои фантазии, как сказать, реализовывать, планировать, делать из этого какой-то бизнес-план, из просто летающей фантазии. Очень эмоциональный, очень чувствительный человек. С позитивными чертами характера, которые по жизни помогают.
Вот веселушка-хохотушка, во-первых, легкий человек, очень эмпатичный человек, такой, с ним приятно находиться в компании, с ним можно легко поговорить о чем-то, не углубляясь ни в философские какие-то рассуждения, а просто вот так вот настроение поддержать, как-то он любой движ тоже поддержит. По тузу мечей я предполагаю, что он, конечно, не глупый человек, но опять же, вот с фантазиями, вот эти вот мысли, вот эти вот идеи, они возникают, а не поделать ли мне это? А пойду-ка я вот туда. Но ничем практичным это не заканчивается. Это только эмоциональный какой-то всплеск. Идея есть, он эти идеи генерирует, они у него происходят. Они сделать ли нам, они сходить ли нам. А вот я слышал, подвернулась такая возможность, а давай вот это вот попробуем. То есть такой не сидящий на месте, очень позитивный, очень энергичный, очень, как сказать, с хорошей точки зрения любвеобильный человек, да, подвергающийся эмоциям, впитывающий эти эмоции из любой ситуации. Не дома сидеть нудно, скучно, как интроверт с книжечкой в темноте, там, в уголочке одному, а вот куда-то сходить, с кем-то повидаться, с кем-то познакомиться, не обязательно с какими-то долгоидущими планами, но обязательно поддаться вот этой своего импульсу своему внутреннему, что мешает ему двигаться по жизни. Сомнения, переживания. Да, пожалуйста, смотрите, все 3 карты здесь. От большой нерешительности, от того, что он не умеет это делать сам, от того, что у него нет опыта положительного, позитивного реализации этих своих идей. А возможно, есть, наоборот, отрицательный опыт, когда его уже обманули, пару раз кинули, пообещали и не сделали, а он размечтался уже было и не срослось. Вот эти все сомнения, вот эти все тревоги какие-то внутренние останавливают от непосредственно реализации идеи. Идея приходит, идея может даже быть неплохая или хотя бы с его точки зрения. Но потом начинается, а вдруг у меня не получится, а вдруг меня опять обманут, а мне денег не хватает, я не знаю, к кому обратиться, а кто бы мог мне помочь. И, в общем, сам не может. Какой он на самом деле, каким он видится людям, окружающим его. Слушайте, красавчик, спортсмен, молодой, тоже все хорошо. Курсы ведет, деньги зарабатывает, а рядом любимая женщина, только что родила ему ребенка. Все у человека в жизни замечательно, прекрасно, и, возможно, даже у некоторых есть подозрение, что устроился, да, удобно. Может быть, за счет женщины, может быть, просто, в струю попал. Не эта конкретная женщина, просто. Жизнь сложилась так, он хорошо устроился. На самом деле он что чувствует внутри себя? На самом деле я вижу здесь легкую амбициозность. Он эмоционально очень импульсивно и очень воодушевленно смотрит на ту ситуацию, в которой он оказался. Но 5 мечей у меня очень часто проигрывается как временная какая-то победа. Это ситуация, в которой ни за что нельзя опускать рук. Это не окончательные твои достижения, когда ты как на 9 пентаклей можешь сесть на все подушки в доме, расслабиться и почувствовать себя султаном вообще. В жизни двигаться больше не буду, великий не хочу. Все мне подносите, все мне давайте, все это у меня теперь есть. По 5 мечей ты чего-то добился, ты чего-то сделал, ты с кем-то договорился, с кем-то даже поспорил, кого-то победил, интеллектуально победил, убедил кого-то, в споре каком-то победил. Но это еще не конец. Это еще дальше нужно будет свое место под солнцем доказывать. И если у тебя есть какой-то план, идея, фантазия, то к этому обязательно нужно стремиться. Ты еще не там. Пока у тебя все хорошо получается, но и руки опускать еще очень сильно рано. Но он очень с энтузиазмом к этому подходит и очень в душе, наверное, на будущее предполагает себе большое количество эмоций от этого. Всем обязательно и сейчас уже нравится, и будет нравиться еще больше. Такой воздушный, очень эмоциональный человек. Без, как мне показалось, какого-то стержня внутри. Что же он делает рядом с Лерчик? Вот они познакомились. Как они познакомились? Наверное, на уроках танцев, да? Он, наверное, как тренер просто к ней пришел. Тот день, когда они познакомились. Луис и Лерчик. Он прям-таки заметил, что это замечательный шанс. Это какая-то очень продуктивная, очень ресурсная женщина, находящаяся на своем месте. Мне кажется, они увиделись в тот момент, когда она максимально проявляла те свои какие-то внутренние способности, которые так восхищают людей в ней. То есть она и была в сложной ситуации, и уже висели дамокловым мечом над нею всякие осуждения, или, может быть, уже дело было открыто, подозрения какие-то были, сложности какие-то были. Она продолжала светиться изнутри, она продолжала быть ресурсной, она продолжала быть
эмоциональной, энергичной. Она продолжала то, что по-английски называется deliver. Он это в ней заметил, и он этим восхитился. Как это здорово, что я попал вот вообще в ореол этой женщины, что на меня немножко света от нее попало, что это удача, что это шанс встретить такого человека и продолжить с ней общаться. После этого знакомства давайте посмотрим, они планировали вообще какие-то более глубокие отношения, или вот они просто восхитили друг друга. Он ее, кстати, не то чтобы очень сильно восхитил, она так как-то самостоятельно была и своими делами какими-то занималась. Ко всему тому, что у нее в жизни происходило, она еще захотела и на танцы тоже походить, и танго выучить, ни с того ни с сего. То есть у нее как бы громадье было вообще всего, что в жизни происходит. Она не то чтобы очень сильно как-то обратила на него внимание, а он на нее обратил внимание, прям заметил. Они вообще планировали, какие у них были планы на вот эти вот отношения? Они планировали как-то закрепляться в этой паре. Ну, я думаю, что да. Не то чтобы это был какой-то стратегический план, знаете, такой холодный расчет, но так получилось, что они очень попали в струю своего оппонента. Она ему, такому нерешительному, такому воздушному, такому инфантильному человеку, показалась умной, показалась способной, показалась решительной, показалась человеком, который может его многому научить, может ему многое дать, может раскрыть ему горизонты. Опять же, иерофант – это в хорошем смысле, да, учитель такой базовых каких-то вещей, да, учитель младших классов, рассказывающий, как правильно, а он иностранец, он ее встретил, она ему рассказывала, какая здесь жизнь, и он вот всю российскую действительность ее глазами видел. Она никогда не была против, в общем, стабильных отношений. Она как раз очень парный человек, в отличие от Артема, который для себя что-то там решил и как-то эмоцию не вкладывал во все, что с ним происходит. Она, в общем, никогда против не была стабильных отношений, доверительных отношений, каких-то отношений, когда вы вместе в одной точке соединяетесь, потом немножечко вас разводят по жизни, потом вы возвращаетесь в эту точку, чтобы было что-то общее между вами, чтобы было что-то теплое, было к чему вернуться домой, чтобы было вот это вот гнездо и нора, в которую можно вернуться, а там человек сидит. И он ей, наверное, показался достаточно подходящим для этой ситуации. Почему бы не с этим молодым человеком? Да, действительно, он смотрит на меня, не мигая, да, с открытым ртом снизу вверх. Он задает вопросы, спрашивает какую-то информацию, пытается явно при мне учиться. Какие-то, может быть, даже советы дает. Как-то он ей раскрывал, я подозреваю, ту эмоциональную часть, которой ей не хватало, да, заботу включал, какое-то внимание. Вот как-то, несмотря на то, что он снизу вверх на нее, да, что он ею восхищался, он при этом вот с другой стороны сверху вниз, наоборот, защищал ее, заботился, окружил ее вот этим вот, как-то она так под куполом себя почувствовала, в ощущении заботы и стабильности. Это очень сильно понравилось. Сейчас они в отношениях и даже ребенка родили. Как они себя чувствуют в этих отношениях прямо сейчас? В отношениях. Как? Он любит, он горит и эмоциями, и планами на будущее. Он искренне совершенно надеется на то, что они долго еще будут вместе. Старается для этого, делает что-то, проявляет какую-то активность. Насколько эта активность отражается в Лере, я думаю, что у нее сейчас такой, знаете, период накопления тоже эмоционального. Ей настолько есть чем себя занять, настолько у нее других проблем много, что каких-то вот таких ярко, четко выраженных мыслей на тему того, а какая у меня в будущем будет жизнь, какие отношения я хочу, какие отношения я выстраиваю, а подходит ли этот человек под мои планы и мои стандарты. Вот этого всего она не успевает даже продумать. Она, собственно, пользуется сложившейся ситуацией. Есть мужчина рядом, заботится, спасибо. Очень хорошо. Он меня любит, это прекрасно. Какие-то глубокие философские размышления, люблю ли я его, а надолго ли это, а есть ли у нас с ним будущее, или это тупик эмоциональный. Ничего такого вот с ней сейчас не происходит. Она вообще не в эту сторону даже думает. У нее, скорее всего, и времени нет. Она вот просто держится за то, что уже есть. В общем, достаточно соглашается с этим и предполагает, что это некоторое время продлится. Но результатов каких-то окончательных точек не ставит себе. И планов, соответственно, тоже никаких нет. Но нам же все равно интересно, поэтому как вы считаете? Пишите в комментариях, а я сейчас посмотрю, как карты считают. Продлится ли это все? Давайте. Вот.
3 и 5. Пятерка смущает. Я думаю, что они надолго вместе. Я думаю, что этим отношениям еще предстоит некая трансформация. Это не те отношения, которые встретились через месяц, съехались, через год поженились и все. Им, конечно, нужно будет, как сказать, подстраиваться по друг другу, да, притираться немножко. Сейчас пока они достаточно с энтузиазмом смотрят в будущее, пока ни у кого желания разойтись нет. Наверное, планы какие-то предстоящие тоже могут обсуждать. Это нисколько не противоречит с тем, что она как-то не очень эмоционально вспыхнула в его сторону. Он просто приятный. Он просто добрый, он просто заботливый. Возможно, это другая противоположная сторона ее предыдущего брака. Там она была движущей силой, там она была энергией этого движения, там она раздавала приказы, там она зарабатывала деньги, там она строила свой быт, все свое окружение настраивала так, как ей нравилось. Это тоже было хорошо, это то, что она умеет делать, это то, что она хочет делать. Я там не видела усталости, я там не видела разочарования, расстройства какого-то, я там не видела, и у нее это было нормально, так у них работали эти отношения. Лерчик была паровозом, Артем сзади за ней всеми вагончиками, которые нужны для того, чтобы паровоз нормально существовал. Эти отношения выглядят как полная противоположность. Она здесь инициатив вообще никаких не проявляет. Она ничего яркого не испытывает, не чувствует, не думает, никакие действия для этого не делает. Она просто есть. А вокруг нее есть мужчина, который заботится, который проявляет внимание, который и ее воспринимает как значимую единицу, да, спрашивает у нее совета, там, ее мнение какое-то, она его с какой-то точки области образовывает, он воспринимает эту информацию, учится чему-то, может, языку учит, может, там, традициям российским учит или еще чему-нибудь, вот это он воспринимает. С другой стороны, он ей много туда дает, рассказывает что-нибудь новое, учит ее танцам, заботится о ее детях, ходит, я не знаю, одеялко поправляет постоянно или еще что-нибудь. Это какие-то отношения, в которых Лерчик расслабилась и успокоилась. Не то чтобы как-то заоблачно его любит, но вполне возможно по десятке кубков. Это когда-то перерастет, знаете, это не такие американские горки отношений, как бывает у темпераментных людей, когда вы и посуду бьете, и потом замечательно миритесь точно так же огненно и ярко. А это все плавно как-то через подстраивание друг к другу, через притирки, через согласие и несогласие, через договоренности какие-то, трансформируется во что-то очень теплое, плотное, заботливое, внимательное, такое устойчивое, хорошее, не эмоционально колючее, яркое и вспыхивающее постоянно, а стабильное, комфортное, удобное, приятное. По этим мне картам кажется, что они вот так дальше и будут вместе, и только углубляться будут эти отношения. Что, в общем, почему бы им и не пожелать, действительно, это хорошее развитие того, что с ними сейчас происходит. Лерчик нужно успокоиться и обязательно расслабиться вот в этой стопроцентной, всеобъемлющей заботе любящего ее мужчины. Не скажу любимого, скажу любящего мужчины вокруг нее. И это обоим им и их союзу в целом пойдет на пользу. Ну, ура! Если у вас есть какие-нибудь вопросы, задавайте. Давайте только не будем ничего про ее здоровье смотреть, потому что я все равно ничего нового на эту тему не скажу. Я очень плохо в этой теме разбираюсь. Давайте я вам сейчас отвечу на вопрос, который вы мне задали. Про что он был? У нас тут кто-то что-то придумал, что-то, какая-то грандиозная амбиция у человека, и он прям-таки, ну хорошо, допустим, давайте я сразу посмотрю, чем это все дело закончится, у вас получится, что нужно сделать, ну не в лоб. Маг – это человек эгоистичный, как сказать, в жестких своих проявлениях. Это человек, разумеется, который хочет, точно знает, чего он хочет, точно знает, какими средствами он будет этого достигать. Он не дурак, он образован, у него уже есть все возможные варианты реализации своей идеи, у него есть средства.
набор знакомых, которые могут помочь, есть финансовая какая-то стабильность, эти идеи все в голову уже пришли и не просто витают там в облаках бабочками, а четко расписаны на бумажке в виде плана. Этот человек готов к тому, чтобы реализовывать то, что ему пришло в голову. Но с отрицательной, с какой-то жесткой точки зрения, это может быть эгоист и манипулятор, который заради достижения своей цели может пойти по головам окружающих, не смотреть на их мнение, не смотреть на их реакцию, не заботиться о том, что ваша цель прям противоречит очень сильно общей цели команды, например, в которой вы работаете. То есть такой хороший, такой качественный эгоист, который прет в сторону своей идеи, не обращая внимания на окружающую обстановку. Что бы вы здесь себе не нафантазировали, не намечтали, у вас это обязательно получится. Удовольствие это вам принесет. И конечный результат, и сам процесс, и конечный результат тоже принесет положительные эмоции. Вы достигнете того, чего хотели. Но, смотрите, нужно обязательно выбирать пути, которыми вы будете этого достигать. Для того, чтобы это получилось, нужно выбирать. Вот видите, то, чего есть в этой карте, и то, чего нету в этой карте. В этой карте нету эгоизма, вот в этой карте. В семерке мечей. В этой карте не должно быть эгоизма, в этой карте не должно быть манипуляции, в этой карте не должно быть всего того отрицательного, что я произнесла про мага. Нельзя по головам, нельзя людей обманывать для того, чтобы они вам помогли. Что нужно? Подозреваю ли я амбициозность этих планов? Ой, это какая-то грандиозная трансформация. Возможно, это что-то касается ваших бытовых условий каких-то, но начиная с финансового состояния, да, как-то улучшение своей финансового благосостояния, и заканчивая не то чтобы деньгами, сколько комфортностью существования. Кому-то что-то нужно очень сильно, и решительность очень активная на тему того, что пора что-то менять своими собственными руками. Ждать от моря погоды уже не приходится, ничего не получается. Менять нужно срочно. Прям вот не могу, вот надо переезжать в другую квартиру, это протекает, уже все, уже с потолка течет, в этой квартире жить невозможно. Поэтому встаем и выходим, планы есть, уверенность в себе есть. Нельзя добиваться своих целей обманом, манипуляцией и изворотами какими-то змеиными поступками. Что делать можно? Можно составить логический план на бумажке, взять бумажку, не знаю, разделить ее на части или просто подряд в строчку выписывать. Чего бы вы хотели добиться от конечной ситуации, не просто там вот «хочу, чтобы жизнь стала лучше». Что конкретно? Переехать, купить костюм, купить новую машину, поменять обувь, отправить ребенка в школу, что-то, какие-то логические планы, которые, как вы думаете, улучшат вам очень сильно вашу жизнь. А потом, что важно, расставить их с точки зрения приоритетов, чего я хочу больше. Не то, что надо в первую очередь. Обычно там, я не знаю, у родителей больше всего включается идея, что сначала нужно все организовать для ребенка, а свою жизнь я пока поставлю на паузу. Вот сейчас я его воспитаю, сейчас вот он у меня в институт уедет учиться. Вот тогда уже я начну свою собственную личную жизнь. Это как бы по необходимости происходит. Ты, может, и не хотел бы этого делать, но голова тебе каждое утро говорит надо, надо, надо. Надо вставать, надо идти на работу, надо заработать денег, потому что надо, надо, надо. Вот тот список, который надо, 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 вам нужно расставить с точки зрения приоритетов, чего хочу, чего не хочу. Потому что некоторые вещи не обязательны для достижения полноценной эмоциональной удовлетворенности от того, что вы будете делать. У вас это обязательно получится. Какой бы у вас вот здесь вот план не был, он обязательно получится. Но надо же, чтобы и нравился, надо, чтобы нравился сам процесс, иначе вы очень быстро руки опустите, у вас не получится добиться необходимого результата. Вы можете в какой-то момент остановиться на недостигнутом или там удовольствоваться малым, потому что все, я устал, я больше не хочу, меня это все бесит. Так не должно быть. Если вам нравится, у вас постоянный процесс, который постоянно двигает вас вперед. И в результате вы тоже будете полностью морально удовлетворены. Чтобы быть полностью морально удовлетворенным, нужно по очереди достигать целей, как сказать, в приоритете того, что вы хотите сделать. И для начала то, что вам очень-очень хочется, то, что поднимет вам эмоцию, то, что поднимет вам энтузиазм, то, что добавит вам сил двигаться вперед. Знаете, есть такая, разные люди делятся, в смысле все люди делятся на глобально две категории.
Вот ставят перед вами тарелку еды, и одна часть людей сначала съедает все самое невкусное, чтобы вкусненькое оставить на потом, и вот тогда я в конце съем вкусненько. А кто-то, наоборот, начинает с вкусненького, 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 потом уже наелся и вроде как невкусненькое, ну ладно, я тогда есть не буду. Вот вам нужно разложить еду на тарелке и начать с вкусненького. Самое-самое самое желаемое, самое вкусненькое, самое желанное. Делаете, удовлетворяетесь, получаете энтузиазм, получаете мотивацию, получаете крылья за спиной, двигаетесь за следующей целью. Вполне возможно, что от эмоционального настроя поменяется вот здесь вот отношение. И то, что у вас было первым пунктом, прямо сейчас приносило вам очень много удовольствия, а пятый пункт был не самый любимый, не самый интересный, когда вы закончите первые два пункта, пятый уже не покажется таким уж прям грустным и ненужным. Там вам энтузиазм весь делить нужно будет уже не на 5 пунктов, а на 3 только. И тогда этот список опять можно будет переработать, поставить этот бывший пятый пункт, например, на второе место, и он уже прям прилив эмоциональный будет вам гарантирован совершенно от того, что вы это делаете. Хотя изначально, может быть, это вообще не в приоритете у вас стояло. И тогда маленькими шажочками, постоянно от процесса получая удовольствие, вы придете в результате к решению своей проблемы. Я вас поздравляю. Единственное, что это все нужно делать, конечно, поскорее, потому что вы уже в какой-то ситуации, когда прям все, пора вставать и выходить. Дальше оно уже, во-первых, оно само собой не произойдет, абсолютно точно вам говорю. Вот кто здесь еще сомневается в проявлении инициативы или, может быть, там, предполагает подождать некоторое количество времени, ну, еще более удачного момента для начала вот этого всего движения. Ну, сейчас максимально, может, и не самый удачный момент, но дальше удачнее момента уже точно не будет. Поэтому начинайте прямо сейчас, вот по той схеме, которую я вам рассказала, и все у вас обязательно получится. С чем я вас и поздравляю. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, что это за ситуация такая. Помогла ли я вам? Советуйте мне новых героев. Ставьте лайк, кому не сложно. Поддержите канал. Ссылка у меня в описании. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.